сейчас посмотреть. Эта криптовалюта у нас торгуется на Binance, KuCoin, Coinbase, Huobi, Uniswap. Заходим на Binance и смотрим, что да, все-таки криптовалюта с 25 ноября, то есть за 3 дня очень хорошо выросла на 436%. Логично, что у нас была первая коррекция в район 34%, вторая коррекция в район 49-51%. Здесь у нас скопление покупок и продаж, и здесь у нас было тоже скопление большое. Дневной объем у нас в районе 0,72 был, служил зоной поддержки этой валюты, и 0,98. То есть в основном здесь мы и пришли к тому, что сейчас эта зона служит зоной сопротивления. Что дальше мы можем по этой криптовалюте получить? Здесь у нас продажи, то есть локально мы можем начертить вот такой вот канал нисходящий. Если пробитие будет на уровне, в таком случае на уровне 0,61, 0,64, тогда мы можем выйти вот в эту зону. Можем ее отметить. Если мы выходим в эту зону, то возможно, траектория все-таки будет вниз. То есть мы оттолкнемся отсюда вниз. Вырастем ли мы, пробьем ли мы это сопротивление, я не уверен. Тут также не уверен в том, что пробьем ли мы вот этот нисходящий канал. То есть возможное движение в зону все-таки 0,71 есть, это примерно 26%, но у нас по этой криптовалюте есть продажи, и вот эта зона, поход в эту зону сейчас будет свидетельствовать о том, что мы все-таки будем идти вот в этом ключе, в таком ключе. Можем здесь, вот примерно в этом уровне 0,39, остановиться. Вот как-то так. Здесь у нас, иными словами, вот эта зона будет решающей. Пойдет ли цена еще ниже, или же все-таки здесь она будет падать в вот этом диапазоне нисходящего канала. Либо же, если не пробиваем вот эту зону поддержки, мы можем надеяться на то, что мы выйдем из зоны нисходящего канала и пойдем выше. Вот примерно вот так вот. Тогда в таком случае мы можем тут ложное пробитие иметь и выход как раз в эту зону. Вот что я вижу по вот этой криптовалюте. Будем мониторить, смотреть за результатом. И опять-таки люди, которые торгуют на криптовалютах, давайте я вам покажу. Вот у нас час. Что-то растет на 13%, на 7%, на 3%, что-то падает. Какие-то криптовалюты падают. Но давайте посмотрим день. Мы видим, что у нас за день какая-то криптовалюта выросла на 36%, вот, допустим, Маск. Он давно уже на коррекции. Посмотрим еще какие-то криптовалюты, которые выросли и падают. То есть тут тоже, да, вот, и не средний срок, то есть смотря как кто торгует, о чем я и говорю. Если посмотреть год, вот вы зашли год назад на криптовалюты, Шиба выросла на колоссальные проценты, 54 миллиона процентов, то есть вы поняли, да? Вложив $10 на год в этой криптовалюте, вы бы хорошо заработали. Гала, которая за год выросла на 205%,
1000%. Кокос на 1 000 000%. Матик хороший процент. Санд 13 000 процентов. Луна. То есть, иными словами, люди, которые залазят на фьючерсы и не понимают, как торговать, хочешь не хочешь, их все равно ликвиднет. Те люди, которые торгуют на споте, очень все просто. Они покупают криптовалюту, держат ее в долгосрок, но тут нужно тоже понимать, что если вы уже шип покупаете вот здесь, вот видите, когда она уже выросла и ждете год, ну такой себе вариант. Если бы вы покупали вот когда она стоила копейки или вот хотя бы в вот этом промежутке времени, это очень много нужно было ждать. Или кокос тот же. Также вы видите долгую такую возню в районе 0,5, 0,3. Вот. Ну, тут была другая ситуация с ней. Но тем не менее, да, не все стреляют криптовалюты сразу. То есть есть проторговка очень долго. И вот тут тоже хороший процент можно было получить. С 0,02 до 0,1. Это больше, ну, я думаю, 500-600% точно вы бы получили. И вот как раз есть АХС, AXS, как правильно. Тоже он торговался долгое время, 0,4. И вот сейчас стоит $150. Мана. То есть в этом и кроется, я считаю, безопасный трейдинг для вас. То есть когда вы покупаете криптовалюты, которые уже упали, и держите их где-то в пуле, забыли про них и держите дальше. Но есть, конечно же, криптовалюты, которые, как ну, если мы ее найдем сейчас. Вот эта криптовалюта, ну, которая за год дала 569%, тем не менее. И вы видели все наши видео до пампа этой валюты. И смотрите, сейчас она торговалась в районе 1.33, и смотрите, как она сильно упала. На 30%. То есть рост ее составил, даже это вот недавно было, 27 ноября, то есть 67%. И смотрим дневной таймфрейм и удивляемся, потому что цена ее была 2.73. То есть рост составил 859, даже 900%. И коррекция валюты была максимальная, это минус 71%. То есть первая коррекция такая перед ростом 66% и движение на 17%. Далее рост 58% и далее рост 69%. Когда мы пробили вот эту линию, у нас уже через несколько дней можно словить было памп. Очень длинное видео получается. Я думаю, что его разобью на несколько видео, и можете смотреть прошлое видео, если смотрите видео второе. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк и соблюдайте всегда риски. Быть нужно всегда хладнокровным и не поддаваться эмоциям. Если вы потеряли какие-то деньги, не нужно пытаться их сейчас отбить, нужно понять рынок криптовалют и понять, как он работает. И потом вы уже начнете понимать какие-то соотношения, какие-то паттерны, что-то вы будете уже видеть, что не видели до этого. И ваши навыки в конечном итоге позволят вам заработать деньги. Всем спасибо за просмотр, всем пока.